Привет-привет, с вами Алена. Настало время переделать наши ноготки. Не весь дизайн, конечно, выдержал, что-то у меня там не сошлось с топом и базой от Emilak. Ну, в общем, иногда такое случается. Я не думаю, что ни у одной у меня так было. Но мы тем временем сняли покрытие и сейчас будем готовить ноготочки. Нам понадобится пилочка. В этот раз я взяла пилочку от Nippon Nippers на вспененной основе, то есть она чуть более толстенькая, чем обычные сменные файлы. И здесь всего 240 грит, то есть она прям очень-очень мягкая. Также у меня в тесте сейчас такой бафик, который никуда не наклеивается, но просто он очень-очень мягкий. В общем, после того, как мы сняли наше покрытие, я начинаю спиливать остатки геля, которые я не решаюсь, допустим, спилить фрезой, чтобы не пропилить лишнего, потому что фреза у меня зверская, снимает она прям не по-детски. Я очень ее люблю, но предпочитаю доработать все это дело пилочкой. После того, как лишний гель мы убрали, мы уже переходим к работе пушером. Аккуратно отодвигаем кутикулу. Здесь ее практически нет, и капиллярчики близко, она такая вся тоненькая. Но, тем не менее, поработать нам придется здесь знатно и фрезами, и пушером, и даже другой стороной пушера, называется она топорик. Много птеригия, и туда немножко въелся крем. В общем, это все достаточно неприятно, ровно до тех пор, пока вы не присыпете это дело присыпкой, потом вообще без проблем фрезы будут работать. Тем временем я понимаю, что мы не будем делать коррекцию на натуральные ногти, а будем наращивать. Потому что у меня до сих пор в тесте находятся эти американские образцы, которые называются Après. Я теперь выучила их название. Не A-Press, как я их назвала, а Après. В переводе с французского «после». Это я тоже уже узнала благодаря моим подписчикам, потому что уроки французского я, судя по всему, прогуливала. Но у нас уже совсем коротенький ноготочек. И, кстати говоря, когда делаешь наращивание, не побоюсь этого слова, вот в такой вот технике гелевых типс, то там не нужно прям выпиливать супер коротко, потому что все это клеится просто сверху. И сегодня мы сделаем вот такие короткие квадратные ноготки, вот так они выглядят. Тут у меня вся система. Ногти я уже подобрала по размеру. Это сделать очень-очень легко. Просто прикладываешь к ногтю, как бы меришь, и все хорошо. В этот раз кутикулу я решила не срезать. Я подумала, что я срежу ее уже после того, как установлю ноготочки. Вот так это будет выглядеть. То есть я примеряю, смотрю, что мне все подходит. Все отличненько по размеру. И дальше на подготовленный ноготь, на котором мы уже зачистили птериги, подняли кутикулу, но не срезали ее, наношу дегидратор. Дальше у нас идет бескислотный праймер. Все использую этой же марки, как я заказала, потому что, чтобы для чистоты эксперимента, понимаете, я хочу посмотреть, насколько это будет все носиться. Далее по технологии идет тонкий слой их вот этой базы из красивой баночки. Я, честно признаюсь, немножечко выкладываю апекс по причине того, что я понимаю, что типс у меня более арочный, нежели сам ноготь. Далее по технологии необходимо подготовить типс изнутри, либо самим вот этим праймером они проходятся бескислотным, либо какой-нибудь фрезой. Но я попробовала пройтись фрезой, хотя уже честно и так пробовала, вроде бы в обоих случаях все прекрасно держится. Но тут у меня 2 в 1. И также опиливается линия кутикулы и линия, вот где у нас синусы проходят, боковые вальки, потому что после установки типс я уже не смогу туда подлезть, и мне это будет неудобно. Далее наносится та же самая база, и ноготь как бы вставляется, прижимается одним пальчиком, держится сверху лампа, которая шла тоже в комплекте, вот такая малышка. Ну и, собственно говоря, ноготь готов. Вот так просто и без каких-либо проблем. И мне уже писали, что у этих ногтей там нет архитектуры, они не будут носиться. Знаете чего, вот этим ногтям уже недели-две, и они прям носятся, и все просто прекрасно. Я слегка опиливаю по ширине, потому что мне хотелось немного заузить наш квадрат, чтобы он был более изящным. Ну и, собственно говоря, все. Единственный вывод, который я сделала, все-таки, наверное, я буду убирать кутикулу, как обычно, до самого наращивания, потому что мне показалось немножко это неудобным. Но я привыкла так. Сначала все убираешь, а потом наращиваешь, потому что, в принципе, я не пилю зону кутикулы, и ничего такого не происходит. Первое время, там, первые 2, наверное, наращивания у меня еще вытекал гель с этой стороны, но сейчас я уже приноровилась, в общем, пришел опыт, и все стало нормально. Ну и, как всегда, уже
Без порезов эти руки я в принципе не делаю, и не надо тапками кидаться. Там, точнее, не порезы, там пропилы, фрезой там задеваешь постоянно по синусам. Это прям какой-то тяжелый случай, это мое проклятие. Я продолжаю бороться с этими ногтями. И когда-нибудь я их победю, но это не точно. Ну да ладно. Во-первых, я не святая, я как бы и не претендовала, поэтому каждый имеет право на ошибку, я не исключение. Дальше мне в набор еще положили вот такой красивый красный цвет, и сразу хочу сказать, что наносить его было очень неудобно. Он сильно отличается от наших, ну, если можно так сказать, русских лаков, потому что он, во-первых, не такой пигментированный, как то, чем я привыкла работать. Он какой-то более жидкий, менее вязкий. Поэтому я его наносила не в своей любимой технике с плоской кистью, а пришлось вот так вот. И я не очень сильно довольна его нанесением. Но мы работаем с поправкой на то, что эти ногти американские. И американцы, они удивительные люди, они вообще не парятся. То есть они делают вот такие чудесные лопатки, ходят довольные. Да, и обязательно вот так еще коряво держать руку. Я надеюсь, они меня не слушают. Вот. Ну и, конечно, в конце нужно все хорошенько сдобрить маслом, залить насмерть и сфоткать эти колбаски. По-моему, я переборщила. Ну, в общем, я просто попыталась передать этой фотографии дух американских ногтей.